Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Хожу как нищий в целых джинсах, а на рванину денег нет. Вот смотрю на эту кучу джинсовых поясов и думаю, да, у меня были джинсы. Остались от козлика рожки до ножки. Но это же прекрасно. На джинсовых поясах очень интересный фактура и цвет. Для начала их надо распороть. Рассмотрите шов внимательно. С одной стороны, там можно подхватить ниточку, потянуть за нее и распустить строчку. Эти детали надо хорошо почистить и тщательно проутюжить. Приступаем к дальнейшей работе. Шить будем по основе. Нам нужна плотная ткань, которая хорошо держит форму. У меня нашелся кусок подходящей мебельной ткани. Размер этого куска 30 на 62 сантиметра, но вы можете взять свои размеры. Сразу же на основе рисуем линии. От верхнего края отступаем вниз 5 сантиметров. От угла откладываем 3 сантиметра. Рисуем плавную линию. Затем вырезаем ее и сразу наметим центр, где будет располагаться рисунок. Закроем его куском джинсы. Ширина 15 сантиметров. А в качестве декора будем использовать молнии от джинсов, которые мы так тщательно выпарывали и откладывали до лучших времен. Первым делом пришьем джинсовый кусок к основе, а уже затем разместим молнии и приколем их булавками. При работе со швейной машинкой первым делом поменяем лапку на лапку для пришивания молнии. Молнии пришиваем следующим образом. Прокладываем по 2 строчки по каждой тесьме. Дальше мы кусочком джинсового пояса закрываем концы молнии. Сначала сверху, потом закроем низ. Дальше нам надо спрятать пространство наверху. Стараемся, чтобы вверху не было толстых швов и соединений. Помним про то, что здесь будем вшивать молнию. Если есть нашивки и всякие джинсовые вкусняшки, то можно их пришить. Дальнейшее пространство закрываем следующим образом. В этом месте будет дно. Возьмем большой кусок джинсы. Сначала пришьем его, а затем эти стыки закроем вторым краем джинсового пояса. Вторую сторону сумки оформим кусками джинсовых поясов. Нашиваем сначала один, потом следующий, как черепицу. Получается очень интересный рисунок. Таким образом заполняем всю основу.
Полученную заготовку промеряем и отрезаем все лишнее. После этого займемся застежкой. Хочу сделать ее из 2 коротких молний, но хочу предостеречь. Лучше не использовать молнии, взятые из джинсов. Я сделала ошибку, потому что они могут разойтись. Вот криминальная статистика утверждает, что китайская молния на турецких джинсах спасла не одну женщину от изнасилования. Молнии надо расположить навстречу друг другу. Для этого найдем середину верхнего края и пришьем молнии иголкой с ниткой. Сначала одну, потом другую. И прошьем на швейной машинке. После этого приготовим деталь подкладки. Сразу же пришьем карман. Деталь подкладки уложим лицом к лицу к деталям верха и пришьем к застежке молнии по верхнему краю. Точно так же обработаем и другой край молнии. Полученную конструкцию развернем так, чтобы в одной стороне были детали верха, а с другой – детали подкладки, и прошьем боковые стороны. Обратите внимание, что шьем мы только бока. В середине, где сходятся швы, у нас остаются незашитые отверстия. И не забудьте оставить в подкладке отверстия для выворачивания. После этого приступаем к оформлению дна. От линии шва отметим квадратики 2 на 2 см и вырежем их. Затем мы эти углы развернем и прошьем на швейной машинке. И подготовим еще плотную деталь. Это будет дно. Если вы любите сумки с жестким дном, то на этом этапе мы его вшиваем. И нам еще надо вшить ремень, а его мы сделаем из пояса от джинсов. Аккуратно выпарим нижнюю часть, все почистим и зашьем. Длину делайте на свое усмотрение, как вам будет удобнее носить сумку. У меня чуть больше 50 сантиметров. Мы через отверстие в подкладке заходим в сумку. Ремень заводим внутрь. Концы его просовываем в технические отверстия, которые у нас остались в тех местах, где мы пришивали молнию. А вот теперь надо прошить это место, закрепить ручку внутри сумки. Первоначально планировала сделать это на швейной машинке, но такую толщину она не возьмет. Поэтому вооружаемся крепкими нитками, острой иголкой и шьем вручную. Сумка готова, мы ее выворачиваем. И у нас остается еще не зашитое отверстие в подкладке. Зашить можно вручную или на швейной машинке. Готовую сумку поправляем, подтягиваем. Можно проутюжить, чтобы закрепить все линии. И у нас получилась прекрасная сумка Хоба. Вся такая дизайнерская, единственная и неповторимая. И собрали мы ее буквально из мусора. Маленький мальчик привык постоянно видеть маму в джинсах, и вдруг она надела платье. Ребенок в шоке. «Мама, так ты девочка, что ли?» Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня.
Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!